год назад просто случайно наткнулся на женщину и говорил о том, что она живет за 320 евро недалеко от моря. Вот взял билет из Мадрида и бац, оказался здесь, в Албании. Там процентов 85-90 я находился один. Девочка писала: ты чё, там грязь, там криминал, там людей воруют. По факту здесь безопаснее, чем в Европе. Просто я провел здесь практически год. Мои впечатления, мои мысли, умозаключения об Албании. Я много видел блогеров, которые делятся своим опытом. Я думаю, а почему мне точно так же взять и не сделать? Поэтому все, я беру телефон и могу рассказать некоторые свои пункты. У меня их конкретно 15 об Албании, потому что год назад, когда я в замешательстве, не зная, куда переезжать и чем вообще в жизни дальше заниматься, по чистой случайности я сидел на Азорах, листал рилсы и очень просто случайно наткнулся на женщину, какую-то рандомную, которую я даже никогда не видел, которая показывала свой ЖК и говорила о том, что она живет за 320 евро недалеко от моря в Албании. И именно поэтому я вот так вот взял билет из Мадрида и бац, оказался здесь, в Албании, в надежде перезимовать, но так получилось, что гораздо больше времени. Пожил я здесь, пожил я в Тиране, в столице, пожил я в Саранде на юге, проживаю сейчас здесь, в Дуросе, тоже на юге, возле моря. Некоторый опыт у меня сложился, и поэтому постараюсь очень быстро в общем поделиться картиной, которую я заметил. Возможно, мой опыт сподвигнет кому-то переехать сюда, в эту потрясающую страну, возможно, кого-то предостережет. Поэтому не будем терять ни секунды драгоценного времени, сразу же переходим к пунктам. Погнали. Удобная легализация для украинцев. Первый пункт. На самом деле, спасибо большое Албании за то, что они предоставляют временную защиту для украинцев. Очень просто. Ты приехал и живешь. Все. Ты со своей семьей прикатываешь сюда, тебе не нужно думать там о получении ВНЖ и так далее, и так далее. Ты просто прикатываешь. Тебе на границе даже паспорт не ставят. И с 22 года Албания каждый год продляет эту временную защиту, поэтому вот сейчас 25 год и 26 до марта они точно так же продлили. Все автоматически, без бумажек, без каких-то там, либо, я не знаю, идти нужно тебе, никуда не нужно. Приехал, живешь, все, ты легализован здесь как обычный человек. Все окей. Второй пункт — это дешевые билеты по Европе. Классное географическое положение Албании позволяет летать дешево по Европе. В том числе очень дешево летать по 15-20 евро можно улететь в Италию, в Грецию, Северная Македония или Македония, Черногория рядышком, куда можно было просто поехать. Да, в принципе, по Европе Австрия, Венгрия, Польша рядышком. Короче, практически по всей Европе очень дешево летать на выходные. Взял, полетел. Офигенно, офигенно. Это что касается вот чудаков, которые, как я, типа, эй, погнали чудо смотреть. Следующий пункт — отсутствие единомышленников, в том числе девушек. Это серьезный минус. То есть у меня изначально задача была от этой стороны некоторые трансформационные штуки для себя сделать, то есть понять, подумать. И вот если взять 100% времени, там процентов 85-90 я находился один. Один вот в своих мыслях. У меня тут не нашлись ребят, с которыми можно выйти на кофе каждый день. Да, появились потрясающие у меня друзья, товарищи, которые реально меняют мир. Но там их можно по пальцам одной руки, там 2-3 человека. Все остальные, там, с некоторыми ребятами, да, знакомился. Тут нету единомышленников в плане, там, типа, каких-то суетологов, там, типа, криптовых каких-то чудаков. AI решений тут нету. По крайней мере, я не находил за год, да. В Тиране, на юге, в Дуросе здесь. Это не та страна. Сюда, как мне кажется, приезжают люди, которые хотят просто спокойствия. И вот она идеальна ребятам, которые там, парень с девушкой идеально, или семьям, которые хотят просто спокойствия. Вообще потрясающе. Приехал, живешь, феноменально, фантастически. Чудаки, которые, как я, один приехал сюда и живешь, тут таких единицы. И это очень большая редкость. Плюс большая редкость — это девушки. Местные девушки, они не ходят на свидания с иностранцами в основном, да, мы в общем будем говорить, потому что есть некоторые традиции, местные традиции у них культурные, не будем сейчас в них углубляться, просто с девушками тут реально беда.
беда, типа выйти потусить, просто на кофе пообщаться, никакой романтики речи быть не может. Кто нашел, тот нашел, молодцы. Но приезжать сюда в надежде найти девушку, даму, не, с людьми тут сложно. Тут есть украинцы, тут их немного, но есть. И каждый находит себе единомышленников по мозгам, по развитию, по каким-то, не знаю, культурным особенностям и так далее. С единомышленниками, повторюсь, тут очень-очень плохо, и это выл я тут очень много времени. Поэтому один и находился. Хорошие цены на жилье и продукты. Квартира там, если на год брать, там 350-400 евро студийка. Очень много вариантов. Типа возле моря, вот я, по крайней мере, стою, смотрю на море. Классные квартирки. Ну, типа 1+1. Комната рабочая, плюс спальня, где ты спишь, там коридорчик, типа там до 50 квадратов. В Тирану, если брать, там будет подороже, типа 500-600, там 700 евро. Но там горы, там движухи больше, но город загрязненный, мне не очень комфортно. Поэтому возле моря этот вариант реально очень крутой. Продукты, там не буду говорить за какие-то конкретные цены, там сколько стоит виноград, сколько стоит бананы, мясо, просто скажу, что там 400 евро, 300-400 евро на продукты в месяц будет хватать. И они реально качественные, типа здесь гораздо цены ниже, чем, например, там, Португалию, там, чем Италию взять, в общем Европу цены. Комфортно, классно, да, валюта леки, Albanian лек, идеально здесь ходит евро. Поэтому 1000 евро, например, это на квартиру и на продукты, вот если взять в общем, на одного человека плюс-минус комфортно будет хватать. Хорошее качество продуктов. Мой следующий пункт. Прикол в том, что классные недорогие овощи, фрукты. Это прям вообще офигенно. Мясо хорошее. Не сказать, что они прям как-то сильно щепетильно следят за продуктами, но мне нравится кухня. Вот и местная, и то, как они готовят, недорого, там за 5 евро можно выйти покушать. Отдельно есть смысл упомянуть выпечку. Выпечка у них, они мастера, гении. Я не знаю, как по-другому назвать. И, в принципе, если продукты покупать в супермаркетах, есть Шпар из таких популярных сетей. Ну, хорошие продукты, все окей. Поэтому давай дальше. Низкое качество окружения. Я об этом уже говорил, повторюсь, что албанцы, как нация, они интересные. И мой следующий пункт, возьму сюда приветливые люди. Они приветливые, они добродушные, но взять, повторюсь, что найти единомышленников, просто людей, с которыми вот с местными, да, можно выйти на кофе, пообщаться, там о каких-то высоких темах, философии, религии, устройстве мира, имплементации там решений искусственного интеллекта в свои какие-то бизнесы. Ну, нет, я такого не находил. Есть прикольные чудаки, там привет-привет, какими-то базовыми общими фразами можно обменяться, на этом все. Безопасность. Классный пункт, потому что мне смешно, когда я вот собирался сюда переезжать, будучи на Азорах, мне девочка писала: ты чё, там грязь, там криминал, там людей воруют, вот, ну, страшнейшие вещи мне называла. По факту здесь безопаснее, чем в Европе. Просто такой стереотип сложился. Пару примеров, что можно вещи на пляже оставить, пойти купаться, и они останутся там же. Часто машины не закрывают. Люди визуально могут казаться какими-то даже на границе. Пугающими, страшными, но фактически все классно. И просто бродя по улицам ночью, чувствую себя окей. В Европе такого спокойствия, наверное, нету не везде. Оно есть. Оно есть, да, но не везде. Потому что, ну, так сложилось. Такая нация, такие местные люди, что им пофигу. Не стоит забывать, что это южане, которые на своей волне солнышком напитались, кофе пьют, и им до тебя фиолетово. Поэтому, если ты никому делов не делаешь, то на тебя тоже всем будет фиолетово. 9 пункт — религия. Все говорят, что Албания мусульманская страна. И да, и нет. Очень любопытный пункт, то что они празднуют и мусульманские праздники, и христианские. Сказать, что люди все религиозные, нет, они скорее больше подвержены каким-то своим культурным
традиция. Язык. Важный пункт, потому что на английском здесь говорят. Албанский язык национальный. Старшее поколение в основном не говорит на английском. Оно говорит либо на итальянском, либо на албанском. Поэтому с этим очень будет сложно. Те люди, которые не знают английского. На английском говорят люди там до 40. Вот типа молодежь 20, 30, там может быть 35 лет. Они прекрасно понимают за счет сервиса, за счет большого количества туристов английский. Если вы знаете английский, с вами все окей будет. Но возьмем Португалию, да, что там все говорят на английском, здесь нет. Здесь гораздо ниже процент. На рынках, например, с вами не будут, маловероятно, что будут говорить на английском, но изъясняться через переводчик, через там жесты, этого может быть вполне достаточно, потому вот просто имейте в виду, что на английском да говорят, но немного людей. Работа. Важный пункт, если вы переезжаете сюда в надежде работать, вне сезона, с октября по апрель делать здесь нечего. И работы здесь крайне мало, местные сами живут тяжковато вне сезона. Когда сезон, когда жара, когда туристы, много сервисов, много бизнесов открывается, поэтому все офигенно, охренительно. И если вы думаете, что вы приедете сюда и найдете работу, с этим все плохо, потому что здесь средняя зарплата там 400-500 евро. И если вы работаете онлайн, если у вас доход откуда-то бизнеса там, или еще что-то, вообще прекрасно вы себя будете чувствовать. Если вы без дохода, без дополнительных каких-то вариантов, будет сложно. Меня, например, спасала крипта и какие-то альтернативные источники дохода, ну, опять же, работая в компьютере. На крипте можно заработать, если вы хотите научиться в этом разбираться и делать какие-то деньги, приумножать, инвестировать, погрузиться, разобраться. У меня есть классный образовательный продукт, позвольте порекомендовать. 20 плюс уроков, там, по-моему, 22 или 25, меньше чем $20 это стоит, но вы разбираетесь, вы научитесь инвестировать, зарабатывать, почему нет? Приходите, вот ссылка в описании, возможно, это решение и вас в том числе спасет, потому что я когда-то разобрался в крипте, это помогает мне жить прямо сейчас, и почему нет, возможно, вас это тоже спасет. Делать нечего, если долго сидеть здесь. В особенности вне сезон, если мы говорим за вот когда дожди будут, да, тут делать реально нечего. Поехать в столицу погулять прикольно, да. Но кинотеатров, по-моему, здесь нету или не так много, и вообще движух как таковых нету. Ну, короче, здесь такая размеренная больше жизнь, поэтому имейте это в виду, что даже на выходные тут можно куда-то погулять. Тут вообще в Албании потрясающая природа. Но надо брать тачку и куда-то ехать. Потом там типа 1-2 раза вы посмотрите, вы потом, ну, такое. Поэтому как альтернативу взяли билеты и укатили в Европу тусоваться. Но по месту здесь маловато что-то, очень-очень мало. Классно для семей. Повторюсь, что если вы приезжаете с семьей, например, там муж, жена и ребенок, здесь можно найти ребенку садик. Но с садиком важно понимать, что вы отдаете ребенка в садики, где на албанском. И школы бесплатные будут только если на албанском преподавании. Если на английском, колледж есть, он стоит каких-то баснословных денег, поэтому, ну, такая себе история. Если ребенок учится онлайн, вообще потрясающе. Классно для семей. Почему? Офигенные цены, спокойно, тихо, безопасно, местные там где-то классно относятся, поэтому, в принципе, для семей вау решение. Море, климат. Это один из главных пунктов, повторюсь, что очень много солнечных дней. Там в декабре подождит немножко, в январе уже больше солнца, у тебя тут море, если мы говорим за Дурас. Ну, блин, потрясающий климат. Реально очень комфортно. Ну, температура не падала, если не ошибаюсь, там ниже, там, ну, ночью пускай 10 градусов, 7 градусов. Все остальное тепло, классно, здорово. Чистый воздух, если мы говорим возле моря, жить пальмы. Ну, реально офигенно. Почему нет? И финальный пункт пробки, если мы говорим за культуру вождения, ее тут нету. Она здесь очень печальная, поскольку вводят так себе, машин много. Если мы говорим за столицу, в столице тоже много очень, вообще в столице там просто ужас, что происходит с пробками. Поэтому, ну, просто пробки и культуры вождения нет. Скажу я так. Под инвестиции, например, недвижки здесь очень много. Бизнес открывать здесь, я не знаю. Это такое опциональное тоже решение.
Поэтому украинские карточки принимают. Не забудьте открыть карту, например, Альянс-банка или Пумба. Они классно принимаются здесь, при том, что есть банкоматы OTP. Там вы засунули карточку, сняли деньги без комиссии. Наличка важна, карты мало где принимают, скорее немного где так будет уместнее сказать. Такое мое откровенное лирическое видео было. Я благодарен, что вы оставались со мной. Ссылки все внизу в описании. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте мою инсту и телеграм глянуть. Буду очень благодарен вам. И до скорых встреч. Не забудьте посмотреть мои следующие видео. Пока-пока.